Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас будет очередной интересный, или не очень интересный, не знаю, как вам, обзор. Я решил сделать обзор, как и обещал, вот про такой вот интересный девайс. От, опять же, нашей любимой фирмы. Простите, я сейчас не знаю даже, как правильно сказать. Нах это неправильно. Нюх тоже неправильно. Как мне уже умные люди подсказали, эта фирма называется NewX. Вот. Фирма NewX, или NewX. Или почему X или X в русском языке нету, X. Наверное, это фирма Новый Х. Новый Х. Вот, короче, от фирмы Новый Х. Вот такой вот девайс. По сути, это беспроводная гитарная система. То есть, по сути, это беспроводной шнур просто. Беспроводной шнур. Вот, я на этом играю больше месяца. Модель на 5,8 Гц. Называется C5RC. Вот. Опять же, классная коробочка. С этим все понятно. Вот такой вот классный бокс-зарядник. Вот так это выглядит. Очень круто. Очень круто. Бокс подзаряжается. Сколько времени заряжается бокс, я не знаю, но вот этой зарядки, вот этих аккумуляторов встроенных хватает на 4 зарядки. Вот это все выглядит вот таким образом. Просто такие штучки с джеком. Трансивер и ресивер. Передатчик и приемник. Все вот сюда вставляется аккуратно и заряжается через джеки. Прикиньте, вот эта технология. Хватает этой штуки на 4,5 часа беспрерывной игры. Я проверял. Вот. А если с перерывами, то может быть даже и больше. Самая классная штука, что это 5,8 Гц. Что касается сигнала самого звука. У меня за месяц не было вообще, не то что за месяц, вообще не было никаких помех никогда. Вот, то есть никаких цифровых там помех, плохо держит сигнал, там выпадает, что-то звук прерывается. Такого вообще ничего нет, то есть это звучит как шнур, железобетонно это звучит как шнур. По поводу дальности, вот есть видос на YouTube, где чувак с гитарой на баскетбольной площадке ставит эту систему и уходит за баскетбольную площадку. Вот, я гулял по залу, по такому, по залам, я гулял по залам, по средним таким концертным залам, концертным площадкам. Вот. И никогда у меня сигнал не прерывался и ничего с ним не было. То есть вот эту штуку, в принципе, если вы хотите избавиться от провода, это железобетонно рекомендую, но только на 5,8 Гц. Есть точно такая же на 2,4 Гц. Я думаю, что там могут быть проблемы, потому что на 2,4 просто банально больше устройств. Больше роутеров и больше всего-всего. На 5,8, по-моему, ничего нету. 5-герцовые роутеры работают на частоте 5 Гц. Вот, на 5,8 может быть еще что-то есть. Вот. Интересный прикол, что вот эти штуки между собой не пересекаются. То есть, допустим, если у вас на площадке несколько таких вот комплектов, у вас, у гитариста, там, у второго гитариста, у третьего гитариста, если у вас такие комплекты, то они никак друг другу не мешают. Мы это проверяли, правда, только на 2 комплектах. Включали сначала приемник один, а передатчик включали от другого комплекта, и это все не коннектилось. Вот, потому что умные китайцы, скорее всего, сделали, что тут, то есть ваш приемник не может принимать сигнал с другого передатчика. Скорее всего, это все прошито. Вот. Единственное, что если у вас сломается одна штука, то есть приемник или передатчик сломается, то как его заменить? Наверное, придется менять весь комплект. Хотя, вот, здесь есть отдельные штучки под USB, это зарядка. Но наверняка каким-то образом сюда подключается типа USB, к компьютеру может подключается, может это каким-то образом прошивается. Я не знаю. В общем, тут у каждого прибора есть свой определенный номер. Вот, я думаю, что с этим проблем не должно быть, все будет работать очень хорошо, даже если у вас несколько таких радиосистем.
Вот, я же думал, как же еще можно протестировать эту штуку в домашних условиях. Я не слышу никакой разницы этой радиосистемы и звука простого шнура. Вот, я заранее записал 3 файлика. 3 файлика, в общем, это радиосистема. Потом вот такой вот провод Planet Wave. Ну, такой неплохой провод с хорошим джеком. Вот. Я использовал его. И еще вариант я использовал... В общем, я использовал дешевый провод Fender. В общем, 3 варианта. И давайте устроим такой челлендж. Вот 3 варианта. Послушайте эти варианты, поставьте видео на паузу и попробуйте угадать, где какой вариант. Ну, хотя бы сможете ли вы определить, где радиосистема записана, а где записан простой провод. Мне, если не глядя это включить, поставить, то я, конечно же, не догадаюсь. Я там выслушивал, что-то сидел. Вот. И, по-моему, это звучит очень, очень хорошо. Давайте, послушайте. Ну что, услышали разницу? Давайте ради интереса просто возьмем эту штуку и просто что-то без обработок, просто линейный звук я вам поиграю. Включаем один конец в аудиокарту, другой конец в бас-гитару. Тут просто одна кнопка. И там тоже одна кнопка. Нажимаем эту одну кнопку и там нажимаем. Вот загораются зеленые лампочки. Вот, если зеленая лампочка горит, значит все в порядке. Какой у этого минус? Однажды, когда я забыл подзарядить аккумулятор этот на выступление, она просто у меня выключилась. То есть она выключается без всяких опознавательных, то есть уровня заряда батареи здесь нет. И это, конечно же, минус. Вот еще из особенностей. Допустим, вы отыграли один сет, да, одно отделение вашего концерта. Мы можем просто выключить вот здесь на гитаре штуку, передатчик, и уходить. Вот, а приемник будет моргать красным, это значит, что нету коннекта, и он выключится через несколько минут, через минут 5, что ли. Вот, и это вроде бы как будто бы и минус, с одной стороны, потому что потом, когда вы вернетесь, вам нужно будет пойти его включить, а если он находится далеко, если вы включили прям куда-то в пульт его прям включили, вот, это, конечно, будет минус, вам придется пойти, включить его там, включить у вас здесь на гитаре, короче, автовыключение. Но с другой стороны плюс, вы можете выключить его с одной стороны и уйти, а с другой стороны он сам выключится и не будет разряжаться батарейка. Линейный звук в карту Focusrite, без всяких обработок. Пятое. Кто-то наверху. Друзья, вот такой вот мега обзор. Если вы хотите, я никак не рекламирую эту фирму, потому что они меня не доплачивают. Вот, но я думаю, что это достаточно бюджетный вариант. Если вы хотите избавиться от проводов, я думаю, что это достойный вариант. На сегодня все. Меня зовут Александр Сариков. Всем пока. Итак, ребят, где какой вариант звука? Первый вариант — это дешевый провод Fender. Второй вариант — это провод подороже, Planet Wave с хорошими джеками. Вот. И третий вариант — это, собственно, наша радиосистема. Кто угадал, тот молодец.